Там показалось, что там какую-то вену. У меня не только лицо меняется, у меня еще и задний фон меняется. Одну секунду у меня лицо меняется кардинально, то прическа поменяется. Я вообще не знаю, где я сейчас, в какой квартире. Всем салют, с вами я, гений ютуба Скорицмех. Что будет, если смотреть в зеркало очень долго? Ну прямо очень долго. Что будет, если смотреть 20 часов беспрерывно? Ну погнали. Я планировала 12 часов. Либо 11 часов продержаться. Я думала, если будет мне очень плохо перед зеркалом, то я не буду себя пытать и просто отменю этот эксперимент. Мое правило, которое я буду придерживаться на протяжении всего этого эксперимента, я не буду себя ограничивать в чем-то, но при этом себя пугать какими-то звуками неожиданными. Даже зеркало не нужно, чтобы меня пугать звуками какими-то, либо какими-то скримерами, ну и тому подобного. Я этот эксперимент не с первого раза сделала. Первый раз я попыталась. У меня там очень интересный разговор произошел между собой. Я говорю то, что приходит первое в голову. Я буду делать то, что приходит мне в голову. Но лучше бы ты занялась, конечно, чем-то полезным. 10 часов, и мы будем с тобой поддерживать связь. Иди делай видео. И мое отражение начинает отправлять, монтировать видео. А когда мне к тебе вернуться, тогда скажи мне, ты не готова. Почему я не готова? Ну знаешь. Сижу, смотрю себя в зеркале и вижу то, что у меня как будто глаза куда-то исчезали. Вот они резкостью вот прямо увеличены были. Я могу на монтаже примерно показать вам, как это было. Так вот. У меня пришла это в голову, эта идея, которая до этого у меня не было и не было в планах. Но мое отражение говорит: беги делать это видео. Поэтому я прекратила этот эксперимент в тот день и безукоризненно начала монтировать то неожиданное для меня видео. И вот появилась вторая попытка выполнить этот эксперимент. Я решила взять воду, кресло, чтобы не так часто отходить. Конечно, я буду себе позволять отходить в туалет. Ну а кресло я, конечно, буду стоять на протяжении 20 часов. Привет! Я буду смотреть на тебя бесконечно сегодня. Ну и секундомер поставила. Ну и мы начали эксперимент. Я позволила себе делать все, что захочу, что пожелаю во время просмотра себя в отражении. Если мое я захочет петь, оно начнет петь. Может, захочет поговорить, я поговорю. Не стесняйся. Нормально. Я сейчас сижу, и такое ощущение, что прошло пару минут, а по правде 10 минут. Во время моего этого эксперимента я делала еще второй. Я не буду вам раскрывать все карты. Я думаю, может быть, вы догадаетесь. Поэтому давайте пока что это останется тайной. Но если кто-то догадался, что же я еще делаю, какой у меня еще эксперимент, то напишите в комментариях. Интересно, ты догадаешься или нет? Губа треснула, походу. Я не знаю, это не связано с экспериментом. Ну, первые 10 минут ничего такого не происходило. Я просто смотрела в отражение. Конечно, оно чуть-чуть менялось, но не прям так сильно. Был один момент, который меня немного напряг. Это было очень неожиданно и страшненько. Так, ну что, продолжим беседу, которая еле-еле И началась. то же самое в отношении вас. Задумывались ли вы когда-нибудь, какой эффект Стоп! оказывают на других людей? Стоп! Алиса, я тебя что, называла, что ли, сейчас, или что? Это я про психологию смотрела. Так, холодильник, не издавай таких звуков, пожалуйста. И колонка тоже такие звуки не издавай. Были какие-то непонятные звуки.
на протяжении всего эксперимента периодически. Что-то там на кухне щелкнет, что-то там произойдет. Плюс еще я оставила в комнату уже дверь открытую, а там темно было. Было, конечно, не по себе, что там сзади меня темная комната, в которой вдруг там какая-то бабайка стоит. А на видео вообще там такое отражение интересное, которое походит, как будто кто-то с краешку стоит. Да. Существует феномен, который описывает психолог Капуто Strange Face Illusion. Когда долго смотришь на свое отражение, мозг устает от одного лица же и не понимает, зачем так долго смотреть на одно и то же лицо, и подменяет на похожие лица. Воображает лица знакомых, умерших и мифических существ. Это не мистика, просто зрительная кора начинает генерировать образы, прям как во сне. Можно почувствовать удивительное осознание себя, если подходить осознанно к этому, например, 10-20 минут спокойной обстановки при свечах без страха, можно почувствовать удивительное осознание себя. Некоторые люди испытывают диссоциативные ощущения, будто выходят из тела и видят свое собственное «я», или теряют чувство «я». Ваш комплимент решили зачеркнуть. Ну ладно. Что будет, если хвалить себе больше 10 часов, да? Не забывай улыбаться. Угу. Я классная девчонка. Творческая, офигенная, красивая. Может быть, другие недооценивают меня, но без разницы на них. Значит, они много упускают в жизни, так что это их проблема. Я решила сделать аффирмацию, но еще на протяжении всего эксперимента я буду его делать, но мне так захотелось. Уверенная. Я хотела сейчас сказать, я лесбиянка. Зачем? Ты странная, конечно, но окей, ладно. Ты веселая. Кто-то из соседей хлопнул дверью, что будет стрёмно, если кто-то постучится сейчас в дверь. Я в Америке, как я и хотела, посмотреть на аллею славы. Ну, приятно же, да, говорить комплимент себе, какие-то сомнения. Зачем тебе эти сомнения? Суть эксперимента не в темноте смотреть, поэтому я сделала полумрак. В темноте в любом случае вы будете видеть какие-то другие лица. Какие нахуй дети? Какие дети сейчас? В 3 часа ночи. Из соседей кто-то там, ребенок какой-то вышел. Дети спать должны уже в 3 часа ночи очень. Еще постучат, я вообще... Вот это входная дверь. Я здесь села, потому что здесь хороший такой вид в зеркало. Полноценно вижу, так скажем, зазеркалье сейчас. Поэтому если сейчас кто-то постучит в эту дверь, я уделаюсь прямо на месте. Извините за мой французский. И вот прошло 30 минут, и мне захотелось поговорить сама с собой. Ну, точнее, с моим подсознанием, с моим внутренним «я». Ну, как оно бывает, когда ты общаешься с подсознанием? Ты просто озвучиваешь то, что тебе приходит первое в голову. Ты знаешь, что меня ждет в будущем? Будущее очень переменчивое. Это то же самое сказать, что ты будешь через неделю есть. Ты не знаешь. Все меняется, предпочтения меняются. Все зависит от твоих выборов, от твоих шагов. И вот, общаясь с моим подсознанием, я даже не думала, что я так думаю. Но глубоко во мне я, видимо, так считала. Мне даже было интересно пересматривать мой диалог. Или ты, может, что-то еще хочешь сказать? От себя? Жди. А что ждать? Просто жди. И делай. Увидишь со временем. Я думала, что сейчас упаду без сознания, что такое. Ну, надо аккуратно делать медитацию. Перерыв это уже просто твое «я» решила, то, что никакой медитации не поможет выполнить этот эксперимент. Давай
такое слово делать комплимент. Я красивая, веселая, креативная. В этом видео наберется 1 миллиард. Миллиард? Нет, это... Давай... Ладно, 1 миллион просмотров наберет. Не сразу, но наберет. Всегда я ставлю цель и всегда я добиваюсь. У меня еще не было ни одного раза, чтобы я не добивалась. Потому что я вообще 20 часов продержусь. Как тебе такое? Ну это жестко. Ты готова к этому? Я готова. Интересно, что из этого выйдет. Джованни Капуто, итальянский психолог из Урбинского университета, проводил исследование в 2010 году. Он попросил участников в течение 10 минут смотреть на себя в зеркало при тусклом свете. Результаты экспериментов показали, что 90% участников начали видеть искаженные образы. Среди них были деформации собственного лица близких людей и даже умерших родственников. Фантастические и чудовищные существа. И все это из-за нейронной адаптации. Мозг теряет устойчивость к постоянному образу и дорисовывает детали из подсознания. В Древнем Египте считалось, что зеркало – это дверь между мирами. Жрецы им пользовались во время ритуалов, но строго запрещали смотреть в свое отражение больше нескольких минут. В викторианской Англии во время похорон зеркала завешивали тканью, чтобы дух умершего не застрял между мирами. А в японском синтоизме зеркало означает самопознание и истину, но также и опасность увидеть то, чего ты не ожидаешь. Больше вопросов не будет ко мне? Почему ты тему именно задала про страхи? И когда я пересматривала материал отснятый, я увидела, что в зеркале кто-то есть. Ну, что ты любишь рассуждать на такие темы? Как будто какой-то силуэт стоит просто на протяжении моего эксперимента, смотрит на меня. Что это? Разве не спите? Алло, 4 часа утра. Они там бубнят что-то. Я слышу там голос какой-то басистый такой. Правда, у меня там ухо отпечаталось. Щека прямо такая, да. И ухо прямо как засканили. Ну нет, на самом деле я знаю, что это такое. Это мое ухо и моя щека. Я просто подслушивала, что там соседи, куда идут. Они там с 3 часов ночи ходили туда-сюда, все время. Зачем? Причем такого никогда у них не было. Но когда я начала этот эксперимент, они сразу же такие: надо убегать, сваливаем. То сосед храпел. Но помимо звуков у соседей были и в моей квартире. Были какие-то непонятные звуки со стороны кухни и были звуки со стороны комнаты. Может быть, эти все эти звуки, они не от коридора, подъезда. Может, это зазеркалье? Офигеть. А то я думаю, там как-то много звуков до 4 часа утра. Я не одна дома в одиночестве, а со мной домовой. Типа такого, но нет. Я про домового сказала, и что-то какой-то звук был только что со стороны кухни. И такая там темнота. Вот на видео там еще ярко более-менее, а в реальной жизни там темно. Но я же скептик, я пытаюсь объяснить все рационально. Если шумело со стороны кухни, звук походил, как будто из крана, может, что-то капало. Либо просто что-то хрустело в раковине. Если бы скучила бы сейчас страшную музыку, какие-то пугающие звуки, тогда бы да. Но это не то, я как бы... Ну, этот эксперимент не в том, чтобы себя напугать специально, точнее, искусственно. Я не хочу себя искусственно пугать. Зачем?
Идем на взлет, похоже. Ты такая же, как и я, получается. Нет, я более уверенная. Тебе еще есть куда расти. Ты классная. Замечательная девочка. Можешь дать сдачи любому, кто тебя обидит. Пусть попробует. Я его это. Ты сильная, целеустремленная. Если кто-то не верит, да пошел он в жопу. Какие-то стрёмные лица сейчас появляются. Я сейчас прямо как будто из фильма ужасов. Что мужики страшные. Все спят. И я такая, дай-ка я буду смотреть в зеркало и периодически буду себя нахваливать. Что будет? Ну да, если бы я в реальной жизни. Если бы я не знаю, к чему я сказала в реальной жизни, я хотела сказать то, что если бы я была бы со свечкой, держала бы сейчас свечку перед лицом, было бы страшно как вглядываться и видеться меня. Вот это да. А может быть, это не оговорочка была? Может, оговорочка по Фрейду, если бы в реальности? Может, мы не в реальности? Может, я уже зазеркалилась, не знаю. И такая, если бы в реальности, да, было бы страшно. Тут у меня разрядилась камера. Что у меня разрядилась? Камера. У меня все разряжается. Все идет против. Я в любом случае больше времени буду 10 часов. Блин, обидно то, что даже не запищала камера. Причем это самый был личный разговор. Там был очень интимный такой момент, когда я обсуждала. И в этот момент камера все. Я даже была не в курсе, то, что камера разрядилась. Обычно там какой-то звук, пом, а потом все выключается. Но нет, здесь не было никаких звуков. Я заметила только, когда пошла в дамскую комнату. Я вам все равно в этой беседе бы не дала бы послушать. Просто как факт, то, что я провожу эксперимент, у меня разряжается камера, и не дает даже о себе знать, это было обидно. Также я заметила, что у меня разряжается телефон, на котором секундомер у меня был. Могу расслабиться. 3% все. Выключится этот секундомер. Включи секундомер на 2 часа. Через 2 часа. Тресняк, я все равно начну загоняться, что-то такое. Блин, да я же тебе повторяла, если ты загоняешься, ты зря тратишь энергию. А зачем тебе зря тратить энергию, если ты можешь потратить эту энергию для улучшения себя, улучшения чего-то, что-то полезное сделать. Этой энергии имеется в виду. Ты же это делаешь для пользы, ты должна это делать, а не энергию потратить ради того, чтобы сомневаться, чтобы как-то быть, такой, не уметь. Зачем тебе тратить на эту энергию? Ты от этого получаешь удовольствие, что ли, или что? Нет. Так зачем тебе это? Давай тогда обсудим тему, которую можно обсудить при камере, при колонке, при ФСБшников. Что можно обсудить? Мне прям так хорошо шло. Вот сейчас колонка появилась как-то вообще. Это жесть. Смотрела на себя долго-долго. И как будто уже и не я смотрю. Ой, стоп. Это что за таймер? Таймер до взрыва. Это таймер, который я поставила в начале. 10 часов никогда не будет. Или 13 часов сейчас, и минуты пошли обратно. После этого эксперимента, то, что я смотрю. Смотрю, и у меня кружится голова. Я дыхательную медитацию уже давно не делала. Прям так хорошо штырит. Когда я смотрю в зеркало, все нормально. А когда я смотрю назад, то кружится голова. Как будто я начала концентрацию терять. Меня начало шатать. Потому что непривычно ходить по земле, оказывается. Когда ты смотришь в зеркало больше 6 часов. Концентрация была нарушена еще на протяжении всего эксперимента. Глаза были уставшими. Мне хотелось закрыть их и дать им отдохнуть уже. Пальцы пахнут духами, как будто я как-то размазываю. Хотя я сегодня не пользовалась духами, вчера не пользовалась. Это может быть гель для душа, вот это духи. Стоп. И вот пробило 10 часов. Я догнала Сэма Джонса. Осталось всего лишь продержаться
столько же времени. Поставь таймер через 5 часов. Я же пришла побивать рекорд, а не повторять. Вот печально, если все-таки есть кто-то, кто 20 часов, например, просидит. У тебя же есть настроение, да, чтобы аффирмировать? Конечно, я готова аффирмироваться всегда. Да. Так, но начнем с того, что я просто офигенная, классная, умная, харизматичная, творческая, креативная. Угадайте, кто будет спать 2 суток. Я воспринимаю свое лицо по-другому теперь. Начал болеть живот. Боль начала усиливаться. Я решила поесть. Думала, что это от голода. Я вроде как наелась, а боль в животе все не проходит. Вот как-то вообще не утихает и болит. Мне еще придется скоро вызывать. И при этом все эти 10 часов более-менее как-то просидела. Говорю то, что, как будто зеркало просто высасывает здоровье. За это время я чувствовала сонливость, чувствовала головокружение. Мне было прям не очень хорошо. Плюс еще боль начала усиливаться в животе. Я, конечно, через некоторое время выпила таблетку от боли в животе. Да, это не я. Я себя здесь не знаю вообще. Свет так падает. Стоп! Супер, просто 15 часов. Жесть. Я смотрю меняющееся мое лицо, которое меняется, оно там мужское сейчас, то еще что-то. Я попробую до 20 часов посидеть. Да вряд ли, конечно, получится, но, блин, это было бы вообще бомба. Алиса, стоит ли таймер сейчас? Да, у вас установлен таймер на 10 часов. Осталось 5 часов, 3 минуты, 39 секунд. Во время всего этого я не чувствовала никакой тревожности, у меня не было страха. Даже когда было темно, даже когда я слышала какие-то звуки. Потому что я улыбалась, я такая, все хорошо, побиваю рекорд на ютубчике. Ну, конечно же, были исключения. Короче, мне там показалось, что это какой-то веном. Мне сейчас кажется до сих пор. Все, я поняла, это плюшевая игрушка, ёпарас. Я тут думала, что на картинку не походит. Я думаю, что там за голова чья-то. По бокам есть такие отражения маленькие. Время поначалу очень быстро бежало. 7 часов прям быстро пробежало. Позже вообще время начало как будто замедляться. Я пыталась себя подбодрить, медитации делать, чтобы не уснуть, потому что эффект кофе уже проходил. Просто медитировала и общалась с собой, когда я чувствовала, что я готова общаться с собой. Конечно, иногда я спрашивала и не получала никаких ответов. Я уже больше суток без сна. Это еще дополнительный эксперимент. Ты готова со мной поговорить, пока у нас силы есть с тобой? С тобой разговариваю как с кем? Вот, я вот, это получается сознание, а ты тогда, с которым я разговариваю, ты сознание все-таки или я тело? Это сознание, конечно. Более углубленное сознание, которое скажет тебе, что внутри тебя находится. Какая вера, какая сила, какие убеждения. Это все просто глубже, чем на поверхности. Мои желания, они все сбудутся. Все, что надо, то сбудется. А что надо? Что сбудется? Вот тебе все же скажу сразу. Так неинтересно будет. Все бы знали бы, чего они достигнут в жизни. Было бы интересно жить или нет. Это же как игра. Это же какой-то азарт. Что же будет и тому подобное. Ты ставишь ставки на что-то. Ты можешь выиграть либо проиграть. Но очень большой
шанс это выиграть, что ты теряешь. Мне просто интересно. Как бы хотела бы знать, не напрасно ли я делаю эти ставки. Ну, когда человек ставит ставки, и ему есть что ставить, то он в любом случае выиграет. Это валюта, которую ты ставишь. Это не деньги, которые заканчиваются. Ты ставишь свои силы, которые ты хочешь вкладывать. Ну что, красиво сказано, кстати. И на заметочку возьму. Ты больше уверена, что не получится? Ну, больше, да. Что я уверена в этом. Если, конечно, не засышь, так скажем, то да. Это странно, со стороны выглядит, наверное. Просто то, что первые мысли, которые приходят, я вам озвучиваю. Мысля первая, как будто отвечает мне. У меня не только лицо меняется, у меня еще и задний фон меняется. Потому что там темнеет на улице. Одну секунду у меня лицо меняется кардинально, то прическа поменяется, одно и тому подобное. В славянских поверьях зеркало называли глазами духов, а в шаманских практиках есть обряды, где зеркало используют как проводник в бессознательное. А еще зеркала нередко связывают с временной петлей. В зеркале можно увидеть свой прошлый облик или даже кадры из другой жизни. На Reddit и других форумах экспериментировали энтузиасты. Один мужчина писал, что через 2 часа его лицо стало сморщенным, старым, и как будто это не его лицо. Девушка писала, что через 40 минут, что у нее появилось ощущение, что отражение улыбнулось само по себе, хотя она этого не делала. А некоторые утверждали, что видели собеседников в зеркале, будто второе «я» пыталось заговорить. Мне показалось, что окна открыты. Я слышала детей. Там, зазеркали, пожалуйста, закройте окна. Холодно. Но я была полностью уверена, что тут открыто. Смотрю на себя и так моментами на квартиру. Я вот думаю, я вообще не знаю, где я сейчас, в какой квартире. Как будто в какой-то новой квартире думаю. У меня баг, что ли, остался. Я вижу теперь мужское лицо на себе. А вот теперь я вижу свое лицо. Фига себе, забагалась. Я просто вот так вот отворачиваю, где-то все равно я вижу одно и то же лицо. Иллюзии сейчас ловлю, такие разные маски на себе применяю. И вот когда у меня стемнело на улице, это самое интересное, в темноте я решила свечку зажечь. Вот у меня милое страшное лицо. Но меня все равно это не пугало, потому что я понимала, что все-таки свеча, она играет с отражением. Я просто уже делала пост у себя в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм, также затем и на мой канал. Подписывайтесь, для чего я все это делаю. Конечно, чтобы вы оценивали и ставили лайки еще, и комментарии. Да, вроде все это элементарно, но потом, когда доходит до свечи, напротив зеркала, все думают, что мистика какая-то, я там увидел прадеда. Нет, ты увидел себя просто под другим углом, под другим освещением. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тут тебе телепом. Телебом. Получается, мне говорила, что мне нужно быть уверенней и делать запланированные дела, не пропускать. Но пока что нет. У тебя все хорошо получается, более-менее. Я сейчас замерзла. Вообще ужасно холодно. Не хотелось бы болеть, как будто после пьянки. Какое-то такое чувство. Я красивая, харизматичная. Я буду горько плакать, если наберет один просмотр только. А нет, наберет много просмотров. Блин, кто баклажаны готовит? Не нужно готовить баклажаны.
типа положила. Голодная просто. Стараюсь лишний раз не дергаться с зеркалом. Конечно, больше галлюцинаций началось. Мне казалось, там образ того-то, одного монстра, какого-то мужика, мне казалось, прям мужское лицо я видела. И причем несколько раз я видела одно и то же лицо. Я смотрю, а лица все время меняются. То есть не остается только одного лица, там все время меняется. Зрение периодически начинает плыть. При этом мне чувствовалось как будто не так, чтобы я хотела спать, а расслабляла так, что как будто я что-то употребляла. Во-первых, я какие-то галлюцинации начала видеть. Появились цветы всякие, там букеты большие. Еще комната поменялась в салон красоты какой-то. И, конечно, когда я отводила взгляд, все нормально становилось. И вот последний раз, когда я делала медитацию, я ощущала, что как будто я сейчас потеряю сознание. И начало темнеть все в глазах. Меня еще и кололо сильно. Плюс еще темнота в глазах какая-то начала появляться. Я такая думаю, нет, все, с медитацией у меня достаточно. Боль-то у меня в животе прошла, но усталость у меня все равно продолжала быть. Дыхательная медитация напротив зеркала — это как прям, не знаю, какой-то легкий наркотик. Либо, я не знаю. Я, конечно, не разбираюсь в сортах наркотиков, но по описанию вроде как на ЛСД выходит галлюцинация, чуть-чуть. Я узоры видела, например, я зеркало на вдохе видела, как она начала превращаться в цветочки. Цветочки начало превращаться в зеркало. Красивые такие. Зеркало пропало, и мое отражение тоже пропало. Было только цветочки. Я продолжала смотреть в зеркало и попутно поглядывая на секундомер, когда же наконец-то прозвучит мое долгожданное «всё». Потому что я не знаю мое лицо, оно реально не мое сейчас. Ты кто такой? Я тебя не знаю, спать, хочу гулять, хочу ходить туда-сюда. Я знаю, что я офигенная. Я, все хочу на свете. Только не в зеркало смотреть. Я полюбовалась уже. We are the champions, my friend. Да, я выдержала 20 часов напротив отражения. У-у. Да, ты прикинь, не снимает она меня. Нормально. Боли разные, то в голове у меня там выстрелы были. Ну, что сказать. Чувствую себя пьяной. Фикснула. Через боль, через усталость, через все это я прошла и выдержала. Хочется дышать свежим воздухом. Как же я давно об этом мечтала. Так, улыбка. Я про улыбку забываю. Хотя бы выйду во дворик, посижу, подышу воздух. Хотя, может, и мне сейчас этого хватит. Да, это было жестко. Если ты не подпишешься, не поставишь лайк, комментарий, блин, я тебя найду. Во мне просто обидно будет, если ты этого не сделаешь. Здесь, мне кажется, самое интересное началось. Это что такое? Меня кто-то поцарапал. При этом ровно. Я ни обо что не царапалась, прям ровненько. И решила заглянуть на отснятый материал. Легла, хотела лечь спать. Потом решила посмотреть, а у меня видео-то записались, эксперимента самого. Я решила посмотреть. Я как перематываю. И вижу то лицо, которое я видела в зеркале. Я думала, это мне кажется, то, что это у меня там уже в глазах рябит. Нет, это видео, это на видео записалось, это не мое лицо. Мне не стоило смотреть эти записи, потому что я сейчас начну себя накручивать. Может, это не накрутка, может быть, блин, и так и есть что-то. Это не я, это... Я не похожу на себя здесь. Меня трясет немного. В любом случае мне нужно поспать. Такая мысль, пойти просто
в какой-нибудь бар среди людей, чтобы как-то не чувствовать себя сейчас жутко так. Мне было страшно вообще ложиться спать. Я видела это лицо, которое вообще на меня не походит. Я просто взяла камеру и включила свет, чтобы спать как-то поспокойнее было. С вами мне не так страшно, кстати. Я хотя бы с вами могу поговорить, хоть вы и потом увидите, услышите. Ладно, если это какой-то фильм был, блин, это эксперимент, который 20 часов мы смотрели в зеркало, эксперимент, который никто не делал на ютубе. Мне почему-то в той комнате некомфортно все. Там, где я смотрела в зеркало, страшно идти в туалет. У меня началась тревожность просто. Я долго не могла уснуть. Я думала послушать спокойную музыку, но она мне не особо помогла, поэтому я решила посмотреть какие-то смешные видео. Открывала глаза, чтобы посмотреть, нет ли того человека, который я смотрела в отражение. Ну, именно то отражение, то есть кого-то похожего, которого я видела. Там мне уже вообще не до улыбок было. Доброе утро. Мне спалось нормально. Я уснула, конечно, немного волновалась, но уснула. Но снилось мне, в принципе, нормальные, адекватные сны. Мне приснилась школа, моя учительница в младших классах, которая была, но при этом она как будто вела в 11 классе. Добрый сон. Единственное, у меня сейчас особо сил нет. Вообще, как будто я не спала, мне ничего как-то не хватает. Хотя я 10 часов проспала. Для меня обычно 10 часов, но это более-менее хватает. Эксперимент вышел сложным. Так что, пожалуйста, поддержи меня, поставь лайк и комментарий. Если досмотрел до этого, до конца, я тебя люблю. Спасибо тебе большое за то, что ты со мной остался и остаешься до сих пор. Но побить рекорд я этот решила не только для просмотров, хотя для этого, для поиска своей аудитории, но и для себя, проверку себя. Но и для того, чтобы узнать вообще, что произойдет. Мне это всегда было интересно. 20 часов у зеркала – это личная встреча с самим собой. Итог – это шокирующее откровение, за которое тело расплачивается энергией, головокружением и болью. Ну а я выпью эту чашку прекрасного чая ромашкового для успокоения. За удачный эксперимент. Ну и всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.